это не стандарт, это люкс, насколько я знаю. Человек не... Жили в люксе в прошлом году. Или полу... А, ну тут такая серьезная ЖК-ишка у вас. Ну вот я такие, не детская. Ты что, еще может с этими, типа Да? массажные какие-то эти Вот, вы фонтанчики? знаете, вчера уже мы как-то так... Чего он там бегает? Чего он так нервничает? Да. А что он носится? Вот он бегает до сетки туда-сюда. Ему нравится так? Ими стреляет. Вот, тем более. Да, они острые, как пробивает керзовый сапог. Дорогая, твоя ступа пришла. Залазь, вот. Давай, это как раз для тебя. Где твоя метла? Ну что ты за кикимора такая? Метелка, ступа, полетели. Угнали твою метлу. Да. Все, никуда не улетишь. Привет, друзья мои. Мы на острове Ладе и обещали сегодня показать вам номер стандарт. Мы с человеком договорились, вот она нам сейчас покажет свой номер. Ну вот, 30-й домик, здесь вот целый рядок, но это не стандарт, это люкс, насколько я знаю. Человек не помнит, дети бронировали. В общем, это точно не стандарт. Стандарт, он немножко попроще выглядит. Так что это, скорее всего, люкс или полулюкс. Потому что вот Вот такая в верандочка. четвертом домике они жили в люксе в прошлом году. Или полулюкс это считается. Так, пожалуйста. Это может полулюкс, да. Там в четвертом полулюкс. Вот маленький предбанник. Вот Угу. вот. Сейчас я включу. Где там этот свет? О, боже мой. Вот он. Вот. Давайте включайте. А, ну тут такая серьезная ЖК-ишка у вас. Ну вот я такие на фотографиях у них на сайте видел. Ну вот. Видите, здесь. Здесь вот как бы так. Ага. Оторвано. Ну, не важно. Здесь Диванчик. вот этот хозяйственный уголок. Мгм. Видите, там можно... А, даже микроволновка у вас есть, Да, да? есть микроволновка. Ну так все серьезно. Вентилятор, зеркало. Микроволновка, чайник, Ага. посуда. Вот здесь вот посуда. Ну вот, видите, там. Угу. Там вот посуда. А, так и бокалы, и кружки. Ну да, тут посерьезнее уже. Ну да, вот. У нас только кружечки и тарелочки. Нет, у И, нас по-моему, ложки, да? Чайные, больше ничего. здесь всё Ну да, как тут уже надо. по-цивильному. Ну такой гостишка такая. Ну да. Это только на вашу семью получается. А сколько Да. человек помещается здесь? Ну вот считайте, сколько тут ляжет. Вот если растянуть. Ну как минимум Нет, 2. ну это 2 точно. Это точно 2. Вот, пожалуйста, дальше проходите. Тут есть свет, тут в этой закутку. Вот, о, сейчас, вот Холодильник, смотрите. шкафчик. Шкафчик, вот А душевая. вот душевая. Санузел, короче, посмотрим. Вот. смотрите. Душевая кабинка, я бы сказал, такая не детская. Ты что, еще может с этими, типа Да. массажные какие-то эти Вот вы фонтанчики? знаете, вчера уже мы как-то так поздно, еще ничего не... Да. Возможно. Да, тут как-то все очень даже неплохо. Бойлер свой. Да. Ну и вот, умывальничек. Да, там... Для семьи очень даже неплохо, кстати. Душевая вообще меня удивила, если честно. Так, ну вот, это смотрите, еще ну, одна тут комната. вот, извините. Да, ничего. Видите, что тут творится? Это они тут играли. Тут вот это спальня. Детки подурковали. Ну, Здесь просторно, я скажу, очень даже Ну вот просторно. смотрите, вот главная кровать какая. Да, кровать огромная, я бы сказал. Да. Тут не на двоих точно, на четверых. Нет, так тут спокойно. Я говорю, что она с двумя, с киндерами с этими Мгм. вот. В общем, там 2 человека, и тут человека так пару точно Ну, тут шведской семей- семьи. Тут Ага. семейка может. Тут может быть папа, мама и 2 Ясно. детей запросто. Это, наверное, полулюкс какой-то, это точно не стандарт. Ну, это, по-моему, люкс даже. Или считается. люкс. Ну вот мне вообще этот холл нравится, он такой Да, помнишь? многоугольный. Круто, мне нравится. И вот эта вот прилегающая территория, получается. И прилегающая территория. А за забором что там? Эти косули, потом что там, олени. Там олени. Сейчас пойдем посмотрим. Да. Косули, олени. Да, так в том-то и дело. Короче, это возле зоопарка. И вот здесь отдельно еще как-то огорожено. Тут олени еще какие-то обитают. Ну или должны обитать.
В общем, такой прям заказник. Вон зоопарк виднеется. Тут чуть-чуть пройтись. Мы вчера по нем уже погуляли. Ну, вот этот домик выглядит с обратной стороны. Ну, в общем, посмотрели мы там, так толком и не сказали, это люкс, полулюкс, что-то такое. Но это точно не стандарт. Люди там сами запутались, кто-то чего-то им снимал. Но, в общем, вот такие у них домики. Вполне для семьи очень даже нормально. Вот такого плана они тут в рядочек выстроены, ближе к зоопарку. Двухэтажные они сделаны, что здесь очень комфортно. Здесь и сантехника хорошая и все такое. Вон такая котяра у нас. Баба Яга. Дорогая, твоя ступа пришла. Залазь, вот. Давай, это как раз для тебя. А вот, садись, короче. Зачем садиться? Я встану. Ты метлу только забыла. Где твоя метла? Ну что ты за кикимора такая? О, О, села. круто, молодец. Опять к рыбачку этому пришли. Давай по мостику прогуляемся, раз мы уже здесь. Мы как-то так бегло здесь вчера были. Вот такие здесь номера. Но это уже как бы... Это, наверное, не люксы все-таки. Хрен его знает. Просто на большое количество людей. Ну, такое озеро. Это вот внутреннее озеро. На острове есть внутреннее озеро. Вот это оно и есть. Оно такое стоячая водичка, мутноватенькая, конечно. Тут не покупаешься. Да и смысл, в принципе, тут купаться есть где. Вот так вдоль поперек мостиков тут наставили. И вот там уже наша улочка пошла. Вот она. Ну, мы, кстати, на нее сейчас и выйдем тогда. Пойдем по этому мостику. Ну вот, прошвырнулись. Вот смотрите, тут даже есть такие беседки. Вот для этих домиков. Но это тоже какие-то, не знаю, какие-то тоже полулюксы. В общем, как их тут разделять, хрен его знает. Но вот эти мне даже больше нравятся. Очень симпатичные. Ну и вот основная улочка пошла. Ну и вот наш домик возле администрации. Получается, за ним. Вот тут вот прошвырнуться. И сейчас к нашим ступенькам. Так, я тут всегда путаюсь, потому что тут несколько спусков. Вот наш спуск. Тут серьезно, я смотрю, люди поприезжали на джипах. Это те, которые лодку, кстати, притаранили. Ну вот народ очень серьезно приехал отдыхать. Смотрите, как надо. И учитесь. Со своей лодкой моторной. Я думаю, как они тут спускали, а вон. Так что по-буржуйски все. Но они, я смотрю, не в люксах. Они тоже взяли какую-то эконом. Ну все, спускаемся к нашему домику. Кстати, здесь много ос. Пытался здесь посидеть, пиво попить. Они меня отсюда выгнали. И вот там вот спуск в воду есть. Там есть мостики такие рыбацкие, с них тоже можно поплавать. Потом сходим. Ну что, решили еще разок окунуться, но далеко уже не пойдем. Пойдем вот где-нибудь вот здесь вот, где у нас спуск. Где-то я тут видел. А, вон раз спуск, вот второй спуск. Вот я хочу отсюда попробовать занырнуть. Да. Вот он возле этих шале находится. Тут я видел, люди тоже плавают.
Ну тут спуск, конечно, не такой уж пляжный, но все-таки. Так что надо аккуратненько. Вот здесь вот виды просто, конечно, сногсшибательные. Вот это вообще стоит того, чтобы сюда приехать. Смотрите. И вон, я смотрю, народ, который лодку привез. Вот она припарковалась здесь. Они там пьянствуют, гулянствуют. Так, я, наверное, прыгать тут не буду. Тут ветки. Я думал, ты отсюда будешь прыгать. А я не знаю глубину. Я на ось прыгать не буду. Что ты? Что? Бутылка лежит. Холодная водичка? Я просто не знаю, какое тут дно. Прыгну, блин, и воткнусь. А ты не втыкись. Ну, дно тут стрёмное, если честно. Тут какие-то куча каких-то дров непонятных лежит. Ну, люди накидали. Да. И такое илистое, но не противное, нормальное дно. Вот сейчас мы еще здесь занырнем. О, неплохо. Зачет. Как водичка? Водичка, ну, такая же, как и там. Примерно по температуре. Ну вот сейчас, здесь, кстати, солнца нет. Здесь нормально. Ну вот 8 августа у нас такая погода. Ну да. Так что заныривай давай за мной. Поплаваем. Ну вода прикольная. И виды здесь хорошие. Вот, говорят, кувшинки, они растут вроде бы в чистой воде, да? Если я не ошибаюсь. Не могу сказать. Принести тебе цветочек? Да, принеси. Аленький. Аленький Цветочек цветочек мне. Или дать ему, пускай растет? Ну пусть растет уже, жалко. Ну, от него тут ни то, ни сё, он такой маленький-маленький. Ладно, пусть хоть кто-то потом посмотрит, когда он опять Ну да. красавцем станет. Ну и вон там спуск, я видел, мужик спускается, там тоже стремновать, но люди купаются, в общем, чтобы далеко не ходить. Так что как-то так. Ну вообще вот с этого мостика, наверное, удобнее всего рыбу ловить. Здесь глубина, кстати, приличная. И дно такое располагает к рыбалке. Для живности, для дичи всякой. Ну вот так. Можно так отдохнуть. Ну вот, народ покидал тут бутылки. А они уже в улитках тут облагородили это дело. Ну, слава богу, не битые, потому что тут можно было и ноги пропороть. Я ее на берег выставлю, пускай забирают. Надо в мусорку лучше, Ну да, потому лучше что мусор. сейчас опять кинут назад. Да, а то кто-нибудь скинет. Короче, пришли к главному пляжу. Не могу никак успокоиться, не могу никак накупаться. Колбасит меня. Хочется мне плавать и плавать. Никак не могу наплаваться. Все, мне лето было мало. Хотя лето в этом году, в принципе, с летом повезло. Оно довольно было жаркое. Ну вот тут тоже, кстати, на этом пляже очень виды неплохие. Вон, посмотрите. Такой видок. Классный? Ну, здесь, конечно, если с лодкой, тут можно нормально оторваться. И вот такие шезлонги. Народ их тягает, кто ближе, кто дальше, кто в воду, кто за воду. И камыши. Ты читал, кто я? Кто ты? Баба Яга. Ёхарный бабай. Куда я попал, а? Где моя метелка? У тебя тут этот заяц, так сказать, пассажир. Какой заяц? Это кот. Ну, заяц, в смысле, который на халяву ездит и летает. Где моя метелка? Ступа, полетели. Угнали твою метлу. Да. Все, никуда не улетишь. Светка все, который день не может успокоиться. Ей так этот кавалер понравился, она уже жить без него не может. Каждый день говорит, давай, да давай. Да. Хочу к этому мужичку. Да, хочу. У него красивый труселя. Мне Да, вот нравится панталоны труселя. вообще огонь. Да, огонь. Дружбан мой. И он пытается что-то тут поймать в этом болотце. Как ему это удается, непонятно. О, О, достается. да. Вот твоя метла. Ну все. Ну все, лови рыбу. Вот так и удочки пропадают. Ловись, рыбка большая и маленькая. Клюет, тяни, быстро тяни, клюет, клюет.
Чувак, ты бы хоть подсказывал ей, когда клюет, а? Залип. Решили сегодня опять прогуляться. Зоопарк. Смотрите, какие красавчики тут. Ой, косуля. Это косуля-точилка называется. И не боится она ничего, лежит тихонечко. И ничего и не страшно, да? Привыкла уже к людям. Посмотрите, какой шикарный петух. Ну ты просто красавец. Ты где такие отрастил себе, как их, галифе или как их называют, Светка? Галифе. И самочка точно такая же, глянь. Прикольный. Ох, грозный у тебя вид, конечно. Важный перец, да. Что ты, что ты. Ой, 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 ой. Фазаны, конечно, вообще красавцы. Такие же цветастые, как попугаи. Но самочки такие ничем не примечательные, как и у рыбок. Рыбки тоже, самцы как-то красивые, цветастые, самочки серенькие. Вот и у фазанов такая же. Привет, свинья. Привет, свинья. Что ты мне хочешь сказать? А вон он поцарапанный, там мух его подъедает. Бедный, несчастный, видишь? Ой. Беременная семья. А, ну да, наверное, беременная. Боже мой, такое толстое, неповоротливое создание. Вьетнамская свинка. Ну, загончик такой не маленький им дали, конечно, такое приличное место у них есть где разбегаться. И смотрите, какого красавца я нашел. Такой вороной черный конь. Ничего себе. Травку кушает. Вкусно тебе, дорогой. Вкусно тебе. Тебя даже не расседлали еще. И не боится ничего. Не боится. Ты ничего не боишься? Ты не кусаешься, нет? Привет, 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 привет. Да. И чего он там бегает? Чего он так нервничает? Да. А что он носится? Вот он бегает вдоль сетки, туда-сюда. Ему нравится так? Наверное. Жизнь не радуется, жизнь будет на балконе. Дикобраз. Один Безобраз. там сидит, всегда как только даешь, он раз и пошел. Ага. А тот боится, а потом вылазит и тот. А не боитесь к нему заходить в вольер? Не, они нет, у них же шипы эти острые. Да, но он же их ими стреляет. Вот, тем более. Да, они острые, как пробивает керзовый сапог. А вы в сланцах. Как так? Он, если нападаешь на Техника него, безопасности не соблюдена. Нет, если к нему так, чтобы его уже зажрить, он то начинает Ага. стрелять стрелами. Ясно. Так вы за всеми здесь ухаживаете, да, зверями? Да. Ясненько, молодцы. Ну, сегодня вид, конечно, поприятнее, потому что солнышко. И как-то здесь уже виды поинтереснее смотрятся, играют на солнце. Вот, в прошлом видео показывал вам павлин. Он как раз повезло, он распушил тогда хвост. Спой, птичка, спой, красавица. Блин, он как спел, так чуть не стошнило. Там такой рев стоял, мама не горюй. Что, палку съел или что ты ему давала? Листик. Листик дал? Да. И что, ест? Да. Вон самочка подходит. Может, сейчас начнет расфуфыриваться. Ну что, ближе к вечеру народ просек про этот пляж. И я смотрю, тут уже толпень. Причем пока я сюда шел, отсюда примерно такой же толпень выходил. Поэтому я даже боюсь подумать, сколько здесь людей было. Ну, мы последний вечерочек здесь. Завтра уезжаем, поэтому в любом случае вернулись сюда. Ну, очередной ужин. И последний. И вот что нам на сегодня дали. Вот салатик такой вот. Не знаю, капусточка. Да, капусточка, яйцо. Яичко, да. Колбаска, как ее в народе говорят, пальцем пиханая, да. И что-то овощное такое. Да. А вот это, наверное, все-таки рыбная котлета. Я думал, ее в обед дадут, я перепутал. Пюрешечка и вот у тебя такой салатик. Ну что, пробуй, давай, рассказывай. Должен быть огонь, как всегда. Да, рассказывай, как тебе. Колбаска. Колбаска.
Ну что? Вкусно. Баклажаны вкусные, кстати. Я люблю баклажаны. Это на кабачок. Да, огонь. Ну попробуй тогда и мою. Салат капусты, я не знаю, чем ее особо испортишь. Ну попробуй Только мою если пересолишь. кокетку рыбную, Давай. попробуй. Я, кстати, рыбные котлеты люблю. Сейчас оценим. Нежно, хорошая. Ну здесь питание такое, как в столовой, правильно? Да. Диетическое такое, да? С приправами не перебарщивают, тут все такое и в пределах вот, детского меню. Поэтому нормально, мне нравится. Ужин, как и обед, в принципе, все плотное, вкусное, хорошее. Как всегда, наедимся. Все, народ. На этом заканчиваю видео, чтобы опять не затягивать. Удачи, пока. Завтра снимем что-нибудь новое. Пока.